Истории людей, прошедших путь от преступления и тюремного заключения к служению в церкви, всегда вызывают особый интерес. Такие судьбы показывают, что даже после тяжелых ошибок человек способен полностью изменить свою жизнь, раскаяться и посвятить себя помощи другим. Однако подобные случаи остаются все еще редкими, особенно среди православного духовенства, поскольку путь к священству требует не только искреннего покаяния в своих злодеяниях, но и многолетнего духовного становления, а также строгой проверки со стороны церкви. В нашем видео собраны документально подтвержденные истории людей, которые смогли оставить криминальное прошлое и связать свою жизнь со служением Господу Богу. Итак, начнем. Самый известный российский пример – это Сергий, настоящего имя в миру Николай Романов, Николай Васильевич Романов. В монашестве Сергий, родился 19 марта 1955 года в Горьковской области. Это российский религиозный деятель, отлученный от церкви, схимонах и бывший схиигумен Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви. Также он первый настоятель монастыря святых царственных старотерпцев на Ганиной яме. Он же основатель, духовник и фактический руководитель Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божьей Матери, Спарительница хлебов. Сейчас я немного расскажу о нем, о его жизненном пути от криминала до священнослужителя. С 1977 по 1981 год Николай Васильевич Романов работал в милиции инспектором уголовного розыска. Однако, согласно служебной характеристике, в которой также указан ошибочный год рождения, работал на этой должности с июня 1975 года и был уволен в мае 1979 года за халатное отношение к работе и дискредитацию милиции. Получил отрицательную служебную характеристику. С 1981 по 1984 год он работал в системе торговли. 22 мая 1984 года Николай Романов совершил дорожно-транспортное происшествие, которое повлекло за собой вред здоровью или смерть человека, и отправило его самого в кому на 3 дня. И в эти же 1984-85 годы он совершил хищение государственного имущества. Работал он в это время продавцом продовольственного магазина в городе Москва. В ходе судебного разбирательства 9 августа 1985 года он сознался в убийстве при разбое с отягчающими обстоятельствами, которое он совершил в апреле 1984 года. В ноябре 1986 года по совокупности преступлений был осужден Московским областным судом на 13 лет. Отбывал наказание в Нижнетагильской исправительной колонии 13 «Красная утка». Был условно-досрочно освобожден 21 июля 1997 года на 3 месяца раньше срока. В колонии он освоил специальность электромонтера по обслуживанию и ремонту металлорежущих станков. За хорошее дисциплинированное поведение был переведен из внутреннего режима в колонию поселения ИК-13. Собрал бригаду для реставрации церкви Рождества Пресвятой Богородицы, школы и спортивного городка в селе Краснополье. Кроме того, занимался с детьми в спортивной секции. Принимал основное участие в строительстве храма святителя Николая на территории колонии. Строительство было завершено к 1997 году и написал прошение патриарху Алексию II об освящении храма, которое было позже удовлетворено.
Во время отбывания срока он показал себя глубоко верующим. Впоследствии говорил, что на его воцерквление повлияло дорожно-транспортное происшествие. В 2000 году он просил службу у архиепископа Викентия Морари, который направил его на строительство монастыря в урочище Ганина Яма, являющееся местом погребения расстрелянной царской семьи. 23 сентября 2000 года, вскоре после канонизации Николая II, патриарх Алексий II посетил это урочище и благословил учреждение там монастыря святых царственных страстотерпцев. По словам отца Сергия, патриарх персонально отметил его деятельность, а затем 25 сентября 2000 года осветил и храм в Колонии. Первым священно-архимандритом монастыря стал архиепископ Викентий. Он же благословил Сергия стать первым игуменом монастыря, который находился в этой должности со дня учреждения монастыря 27 декабря 2000 года по 20 апреля 2005 года и поручил отцу Сергию организацию строительных работ. Во второй половине 2001 года он был пострижен в монахи. Сергий был первым собирателем святынь монастыря. В эти годы монастырь приобрел несколько святынь. Список чудотворной иконы Троеручица из Хиландарского монастыря на Афоне. Крест-мощевик, содержащий частицы святых мощей 40 угодников Божьих и частицу животворящего креста Господня, а также принадлежавшей царской семье, а также икону, принадлежавшую Николаю II. Как же он стал иеромонахом? 25 декабря 2001 года, будучи иеродиаконом, он рукоположен архиепископом Викентием в сан пресвитера, став иеромонахом. Впоследствии это вызвало частую критику, поскольку церковное правило запрещает убийцам получать сан священнослужителя и совершать таинство православной церкви. В связи с этим 22 июня 2020 года Сергий заявил, что он получил на это личное благословение патриарха Алексия II и своего духовника, архимандрита Кирилла Павлова, а также что патриарх, митрополит и архимандрит знали, за что он отбывал наказание. 2 июля перед церковным судом над Сергием в епархии заявили, что убийство является абсолютным препятствием к рукоположению, к священнослужению. Справки о судимости епархии не имеет, как и нет подтверждений знакомства его с Алексием II. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл Наконечный в своем открытом письме Сергию сообщил, что тот скрыл факт своей судимости, указав в автобиографии, что он работал в колонии электриком. Кроме того, митрополит Кирилл назвал небылицей заявление Сергия об обстоятельствах его рукоположения и получения наперстного креста. В ответ на это генерал-майор Иван Жарков, бывший глава ГУФСИН по Свердловской области и начальник колонии, где отбывал срок Сергий, утверждает, что митрополит Викентий был информирован о судимости Сергия и что тот, будучи монахом, встречался с патриархом Алексием II. В анкете также на рукоположение в иеромонахе отец Сергий Романов в миру в графе о супружестве не упомянул также о своих 3 официальных женах и дочери. В 2002 году было начато строительство женского монастыря в честь иконы Божьей Матери, Спарительницы хлебов. Рабочие прибыли с Ганиной ямы. Сергий был назначен духовником и строителем монастыря по благословению правящего архиерея Викентия. С 2002 года церковное хозяйство и Сергия обвинили в рейдерском захвате фермерских земель под монастырь. Позже, после
почти 15 лет судебных тяжб и разборок фермеры выиграли дело в Верховном суде Российской Федерации. Монастырь был открыт в 2005 году. В апреле его игуменьей была назначена Варвара Крыгина. С этого же года в монастыре оказывается паллиативная помощь для онкологических больных, которую иногда сравнивают с хосписом, по благословению Викентия и ходатайству самого Сергия. Сергий в сентябре 2004 года был награжден также набедренником. В 2005 году получил наперстный крест. В июле 2006 года пострижен в схиму в честь преподобного Сергия Радонежского. Также его обвиняли в жестоком обращении с детьми, но в связи с этими обвинениями власти провели несколько проверок и не нашли нарушений, отметив, что Сергий с детьми не работает. Сергий и его единомышленники организовали несколько скитов. Начиная с 2011 года он организовал восстановление разрушенного лесного Кыртомского Крестовоздвиженского монастыря. Монастырь строится на пожертвования. В 2020 году на территории монастыря действуют 4 храма и проживает более 500 человек, послушниц и монахинь, а также десятки детей и онкологических больных и паломников. То есть отец Сергий получил свою известность как строитель нескольких монастырей и храмов, и в связи с рядом скандалов также он получил известность. Его называли также духовником Натальи Поклонской, это украинский государственный деятель и юрист. В июне 2014 года Сергий читал на границе Крыма молитву о мире между Россией и Украиной по приглашению главы Крыма Сергея Аксенова и прокурора Крыма Натальи Поклонской. 18 июля 2014 года Сергий был награжден монархической медалью в память Великой войны в честь столетнего юбилея начала Первой мировой войны за многолетние миссионерские и просветительские труды, любовь к Богу, за верность царю и Отечеству. Награждение произвела в монастыре монархическая организация «Войсковая православная миссия» после крестного хода в память о расстреле царской семьи. В крестном ходе участвовала и затем была принесена в монастырь мироточивая икона Николая II. В августе уже 2014 года Поклонская приезжала в монастырь к Сергию венчаться с работником прокуратуры РФ Красильниковым. 17 июля 2017 года отец Сергий был награжден монархическим орденом святого страстотерпца царя Николая за многолетние усердные труды во славу Русской Православной Церкви, за верность историческим традициям российской имперской государственности и в связи с 400-летием воцарения дома Романовых. В 2018-2019 годы, после скандала вокруг фильма «Матильда» и свадьбы с Соловьевым, Поклонская прекратила поддерживать какие-либо отношения с царебожниками и с отцом Сергием. В марте 18-19 годов Поклонская заявила, что Сергий не является ее духовником. Весной 2017 года стало известно, что отец Сергий проводит ритуалы отчитки по изгнанию бесов, то есть экзорцизм. Свидетелями одного из таких ритуалов стали приехавшие в монастырь на экскурсию школьники из Екатеринбурга. Действо также транслировалось на улицу через динамики. 3 марта 2018 года получила известность видео церковной службы, где Сергий, проводя сеанс изгнания бесов, проповедовал многочисленные конспирологические теории. В ходе обряда дети, женщины и мужчины падали на пол, говорили чужими голосами, истерически смеялись, плакали, кричали, оскорбляли отца Сергия. Некоторые очевидцы отмечают, что Сергий не изгоняет бесов, а беседует с ними, и что к нему на отчитку ходят одни и те же люди. Одного из известных демонов, с которым он борется, называют Айфон, князь тьмы, чародей.
Ну, iPhone — это серия смартфонов корпорации Apple. А также еще один демон по названию интернет. Вот с ними он боролся. В 2019 году планировалось строительство самого большого православного собора в мире на территории монастыря, вместимостью 37 тысяч человек и высотой 77 метров. В апреле проект благословил архимандрит Илий, духовник патриарха Кирилла. Однако в июне 2019 года митрополит Кирилл издал распоряжение о запрете строительства любых религиозных сооружений на территории монастыря. В июле 2020 года отец Сергий упрекнул митрополита Кирилла, что тот якобы потребовал за благословение на строительство сначала построить другой монастырь, что Сергий оценил в $5 миллионов из денег пожертвователей. Чем же еще известен отец Сергий? А он известен своими эпатажными высказываниями в проповедях и видеообращениях на YouTube. Его взгляды, воспроизводимые его последователями, представляют собой полный набор апокалиптических и монархических идей, питающих как цари Божии, так и вообще всю правую оппозицию в РПЦ. С одной стороны, старец – проповедник непрестанной Иисусовой молитвы и монашества в миру. С другой – считает законной и богоустановленной только царскую власть, уподобляет единство русского, украинского и белорусского народов в Святой Троице, вместе с тем поддерживает аннексию Крыма Российской Федерации, одобряет ликвидацию Украины, выступает против жидокоммунистов, против цифрового рабства, в частности против ИНН, СНИЛС и чипов в паспортах. Некоторые его высказывания оцениваются как экстремистские. Вот, например, одно из его резких эпатажных высказываний. 3 марта 2018 года Сергий, проводя сеанс изгнания бесов, в проповеди цитировал план бывшего главы ЦРУ Алана Далласа, фальсификат, связанный с соответствующей теорией заговора. Затем говорил, что банковские карты и система обработки персональных данных обращают людей в электронное рабство. Заявил, что в ИНН есть цифра 666, а это число зверя, и вся информация о вас передается во всемирный компьютер, находящийся в Брюсселе, и имя ему – Зверь. 16 июня в проповеди АМВОНа заявил: технологии 5G и чипирование людей не только взаимосвязаны, они подобны. Это новые создания жидомасонов, то есть евреев. Единый глобальный проект по тотальному контролю над людьми по построению электронного лагеря сатаны. Современные технологии 5G позволяют формировать третью спираль ДНК, и она будет формироваться под воздействием лучей 5G из наночастиц, которыми уже загрязнен наш организм, по словам Сергия. В октябре он назвал мавзолей Ленина алтарем сатаны, который повторяет зиккурат и вавилонские капища. Призвал срыть с лица земли мавзолей вместе с этим идолом и снести все бюсты Ленина, переименовать все улицы городов, носящие имена жидокоммунистов, то есть евреев-коммунистов. В декабре 2019 года отец Сергий выступал против законопроекта о домашнем насилии. 25 декабря было опубликовано его видеообращение с проповедью о жидовском иге, что Россией управляет двойник Путина с силиконовым лицом, который является лжемессией и антихристом. В центре обращения было вставлено исполнение песни «Выпьем за Сталина». Это обращение было вставлено Сергием и монахинями под аккордеон и грузинский танец в исполнении монахини. Также отец Сергий получил широкую известность в масштабах всей России своим резким заявлением 26 апреля 2020 года.
Он отрицал реальность пандемии коронавируса COVID-19, при этом проклял всех посягающих на закрытие храмов, на карантин в связи с ковидом и предал анафеме всех верящих в эту инфекцию, предложив выселить власти, страдающие старческим маразмом, на отдаленные острова выселить. Заявил, что патриарх Алексей II отказался подчиняться жидовскому режиму, за что и был убит. В ответ на это митрополит Кирилл 27 апреля запретил Сергию выступать с публичными проповедями. 3 июля 2020 года Церковный суд Екатеринбургской епархии принял решение о лишении Сергия священного сана. 24 июля его утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 16 августа епархия отлучила от церковного общения Сергия, его сторонников и всех участников их богослужений, объявив их раскольниками. 10 сентября Церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил его от церкви. 19 октября это решение утвердил патриарх Кирилл, но Сергий все же остается схимонахом, поскольку монашества лишить его невозможно. 29 декабря 2020 года в ходе штурма Среднеуральского монастыря он был задержан правоохранительными органами. В отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в склонении к самоубийству. Как это произошло? 25 декабря 2020 года было возбуждено дело, в котором Сергию инкриминируется публичный призыв не менее 10 монахинь к самоубийству. 5 декабря 2020 года Сергий опубликовал на Ютубе видеоролик с проповедью: «Сестры Среднеуральского женского монастыря готовы повторить подвиг преподобной Елены Дивеевской», где призвал монахинь монастыря отдать свою жизнь за Богородицу, за тех людей, которые приезжают в монастырь, тех, кто Сергия ругает, за пьяниц, блудниц и за то, чтобы жила Россия. При этом все девушки, которых поочередно опросил Романов, то есть отец Сергий, вызвав каждую на середину переполненного храма, выразили свою готовность умереть. А некоторых, включая монахиню, больную раком, сказавшую «с радостью умру», Сергий благословил на смерть, заявив, что вместе пойдем. Свою готовность добровольно умереть, чтобы доказать всем врагам и всему миру, что Россия жива, выразили остальные присутствующие. Кроме того, он был обвинен в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. 30 ноября 2021 года Измайловский районный суд приговорил Романова, то есть отца Сергия, к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. 27 января 2023 года он был приговорен Бабушкинским районным судом к 7 годам лишения свободы. Богослов Андрей Кураев отметил, что Сергий ведет себя не как схимник, а как фюрер. Но по всей фриковатости Сергия его взгляды очень близки к нынешнему мейнстриму церковной жизни и пропаганды, чем и объясняется его популярность. По мнению Кураева, Сергий с самого начала создал секту, но его не замечали, пока он не затронул Кремль. Исходя из его биографии, можно сделать портрет отца Сергия и его пути от криминала до священнослужителя и обратно в тюрьму. Но с точки зрения внешнего образа, длинная борода, его суровое выражение лица, громкий голос, резкие жесты и подчеркнутая аскетическая одежда создавали очень сильный визуальный эффект. Такой образ производил впечатление человека, который обладает особой духовной властью и бескомпромиссностью. Для части людей именно эта харизма стала причиной доверия к нему и желания следовать за ним. Однако его эпатаж и резкие высказывания сами по себе не являются признаком духовного авторитета. В православной традиции ценится прежде всего смирение, послушание, рассудительность и ответственность за свои слова. Говоритель, необычный внешний вид могут привлекать внимание, но сами по себе они не говорят о глубине духовной жизни данного священнослужителя. Что касается поведения, то Сергий Романов часто использовал очень резкую риторику.
делил людей на своих и чужих, делал громкие заявления о политике, пандемии, о церковном руководстве. И именно это стало одной из причин конфликта с руководством Русской Православной Церкви, а впоследствии привело к лишению его священного сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов и неподчинение церковной власти. Можно сказать, что его публичный образ был построен на контрасте: бывший осужденный, ставший монахом, суровый проповедник, выступающий против церковного начальства и против государства. Такой образ неизбежно вызывал сильные эмоции, от восхищения до резкого неприятия. Если оценивать именно его эпатажность, а он был эпатажным человеком, то она, на мой взгляд, имела двойственный эффект. Во-первых, она помогала привлечь внимание и собрать вокруг себя последователей. Во-вторых, одновременно его эпатажность отодвигала на второй план собственно духовное содержание проповеди и усиливала конфликты. История Сергия Романова также показывает, что яркая харизма и способность влиять на людей, они не являются гарантией духовной или нравственной правоты. А дальнейшие его биография, лишение сана, конфликт с церковью и последующие уголовные дела, они свидетельствуют о том, что личная харизма не освобождает человека от ответственности за свои поступки. Давайте с вами рассмотрим еще один не менее интересный персонаж, но это полностью противоположность отцу Сергию. Поговорим о Борисе Развееве. История Бориса Развеева отличается от предыдущей. Борис Борисович Развеев родился 9 июля 1949 года в Магадане, Самара. Советский диссидент, политический заключенный, затем протоиерей РПЦ. В 1966 году, по окончании средней школы, Борис поступил в авиационный техникум. С 1968 по 1970 год он служил в морской авиации на Северном флоте. Затем окончил юридический факультет Башкирского государственного университета, после чего работал юрист-консультом на заводе Машэнерго в Уфе. В середине 70-х вместе с Огородниковым он вел религиозно-философский семинар. Развеева называют первым хиппи Уфы. Он прославился тем, что 7 ноября, в день Октябрьской революции, на демонстрацию вводил с собой свинью на поводке, как собаку, и привязывая на руку будильник вместо часов. Также он был другом Юрия Шевчука. В 1976 году по инициативе КГБ его пытались признать психически больным, чтобы поместить в психиатрическую больницу, но психиатр Генрих Ойринг признал его здоровым. В 1978 году Развеева обвинили в том, что он по чужому студенческому билету хотел полететь на самолете, а разница в цене составляла всего 11 рублей 30 копеек. Из-за этого его приговорили к 6 месяцам лишения свободы. После освобождения, стремясь стать священником, он побывал в разных городах, но под давлением КГБ везде местные архиереи вынуждены были отказывать ему в рукоположении. В 1982 по 1984 года он работал юрисконсультом на заводе «Электроаппарат» в городе Уфа. В апреле 1984 года он вновь был арестован и 3 сентября 1984 года был приговорен Верховным судом Башкирской АССР по статье 190 пункт 1 «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» и по статье 227 «Создание группы, причиняющей вред здоровью граждан» Уголовного кодекса РСФСР к 4 годам лишения свободы. Срок он отбывал в колонии в Салавате. В 1986 году Борис, находясь в заключении, выступил с заявлением о том, что он осужден за конкретное преступление, а не за религиозные убеждения, и он не считает себя противником советского строя. Это заявление было показано 9 апреля 1986 года по телевидению. Позже Развеев объяснял этот свой поступок тем, что перед ним встал выбор – оставаться диссидентом или легализоваться и потом стать священником, чего он очень давно хотел. И он пошел на унижение, чтобы стать священником.
Развеева освободили досрочно, после отбытия 2 года 8 месяцев лишения свободы. В октябре 1992 года епископ Уфимский Никон согласился рукоположить Развеева в сан священника. Он был назначен настоятелем восстанавливаемого храма Рождества Пресвятой Богородицы в Уфе. В марте 1998 года он ушел за штат и перебрался с семьей в Москву, где стал служить в храмах Ваганьковского кладбища, в храме святителя Николая на 3 горах, в храме Иерусалимской Божией Матери за Покровской заставой. Затем он был направлен для пасторского служения в Италии и в 2004 году стал настоятелем храма святителя Николая в Вероне, где он служил до января 2011 года. В связи с неизлечимым онкологическим заболеванием он вернулся в Россию и последние недели жизни провел в Самаре, где жили его мать и брат. Исходя из его биографии, можно сделать портрет Бориса Развеева. Он производит впечатление человека, который не пытается создавать вокруг себя ореол исключительности. Его внешний облик соответствует традиционному образу православного священнослужителя: спокойная манера одеваться, отсутствие демонстративных жестов и отсутствие стремления привлечь внимание. В своих интервью и воспоминаниях о нем основной акцент делается не на его прошлом, а о его настоящем служении. Даже факт судимости не становится главным элементом его биографии, он скорее рассматривается как часть личного пути к вере. Николай же Романов, то есть отец Сергий, о котором я говорила в самом начале, напротив, создал очень яркий и эмоционально насыщенный публичный образ. Его суровая внешность, громкая речь, категоричные заявления, эпатажные и манера противопоставлять себя официальной церковной власти делали его фигурой, которая неизбежно вызывала сильную реакцию. Для одних он выглядел как бесстрашный исповедник, для других – как человек, который использует харизму и резкость для усиления собственного влияния. Главное отличие, на мой взгляд, заключается не столько во внешности, сколько в способе общения с людьми. Борис Развеев ассоциируется с более спокойным, пасторским служением, где внимание сосредоточено на человеке и на его духовной жизни. Николай же Романов, отец Сергий, он строил свое публичное присутствие вокруг сильной личности харизмы, вокруг своих эмоциональных выступлений и громких общественных заявлений. Самое интересное, что оба человека имели непростое прошлое, однако их дальнейший путь оказался совершенно разным. В одном случае прошлое осталось частью личной истории и не стало основой публичного образа. В другом случае, в случае отца Сергия, биография, харизма и конфликтность во многом определили восприятие человека обществом. Поэтому, если оценивать исключительно внешний облик и стиль поведения, то Борис Развеев выглядит более традиционным православным священником, тогда как Николай Романов, отец Сергий, сознательно или несознательно сформировал образ сильного, бескомпромиссного лидера, который привлекал внимание своей неординарностью. Мира вам и добра, наши дорогие слушатели. Не забывайте, пожалуйста, если вам было интересно, подписываться на наш канал, чтобы увидеть и услышать еще наиболее интересный контент. Поддержите нас, пожалуйста. Благодарю вас.